У нас есть два способа покраски трубочек. Это морилками и колерами. Ну, можно еще использовать какие-нибудь подручные средства, такие как чай, кофе, сок овощей и фруктов. Можно покрасить, например, марганцовкой, зеленкой, йодом, отваром луковой шелухи. Ну, много есть разных способов. Но это тоже скорее морилки. И у каждого способа покраски есть и преимущества свои, и недостатки. Ну и результат покраски тоже в каждом случае будет разный. Трубочки тоже мы будем красить разные. Чистые и вот такие вот с газетным принтом. Но тут понятно, что чистые трубочки окрасятся любым средством хорошо. Будь то морилка, будь то колер, неважно. А вот эти трубочки, если вы хотите полностью закрасить их, то сделать это можно будет только колерами. Причем колеры должны быть темного цвета. Светлые колеры с этим не справятся. Сейчас я вам покажу несколько окрашенных трубочек, чтобы вы могли наглядно в этом убедиться. Ну, теперь посмотрите на трубочки, которые находятся вот слева. Они окрашены морилкой одного цвета, темной, не разбавленной. Слева чистые. Вот эти трубочки, видно, да, с газетным принтом. Абсолютно не закрасились. Вот эти трубочки немножко выглядят лучше. Здесь не было цветной печати, только газетный текст. Но тоже текст не закрасился. Эти трубочки окрашены светлым колером. Та же история. Сквозь колер виден рисунок, текст. И только темный колер со своей задачей справился. Смотрите, лег ровно. Даже намека нет на то, что эти трубочки были недавно цветными и пестрыми. Ну а сейчас давайте о покраске поговорим подробнее. Вообще есть две категории морилок. Это водные и неводные. К водным относят составы на водной и акриловой основе, а неводные – это спиртовые, масляные и восковые. Но из-за специфического запаха и состава они больше предназначены для наружных работ. Ну, то есть в закрытом помещении ими работать не рекомендуется. Поэтому чаще всего в своей работе мы используем морилки на водной основе. На упаковке так и написано: морилка водная. Они без запаха, экологически чистые, соответственно, самые безопасные. Производитель может быть разный у морилок, но имейте в виду, что один и тот же цвет у разных производителей может существенно отличаться. Даже скажу больше, цвет может быть разным и у одного производителя, в зависимости от партии, то есть даты изготовления. Вот одна дата – один цвет, другая дата – цвет может уже отличаться. Поэтому, если вам надо сразу много окрасить трубочек, то лучше сделать раствор, смешать содержимое нескольких бутылок и уже в этом растворе окрашивать трубочки. Для покраски можно использовать неразбавленную морилку в том виде, в каком она есть. А если хотите посветлее, то ее можно разбавить водой в любом соотношении, в зависимости от того, какой цвет вы хотите получить. Ну, вы понимаете, когда вы красите трубочки морилкой, ведь это же просто вода, то скрутка не склеивается. Вот. И при плетении, особенно в местах резких изгибов, например, угол, или вы загибку делаете, ручку плетете, она будет оттопыриваться, и вид будет совсем неприглядный. Поэтому хорошо в раствор добавить лак. Ну вот на такую бутылочку можно добавить 5-7 ложек лака, столовых ложек. Или можно покрасить трубочки одной морилкой, ничего не добавляя в раствор. А уже потом, перед плетением, трубочки можно будет обработать.
Я сейчас буду красить трубочки, но этот цвет дуб для меня темноват. Мне надо, чтобы трубочки были немного светлее. Поэтому я добавлю воду. Здесь меньше пол-литра, поэтому я добавлю до полной бутылки. Если надо как-то изменить цвет, сделать его или поярче, или наоборот посветлее, то сюда можно добавить и колер. Морилки хорошо с колерами смешиваются, и потом при покраске дают хороший результат. Ложатся на трубочки ровно. Лак я пока добавлять не буду в раствор. Я просто окрашу трубочки и высушу их, а обработаю перед плетением. Короткие трубочки до 40 сантиметров я крашу вот в такой небольшой ванночке. Если это делать кистью, то это экономно, потому что морилки уходит мало. Трубочки сохнут быстро при такой покраске, но это все-таки длительный процесс. Видите, прокрашивать надо тщательно, чтобы не было пробелов, переворачиваем трубочки все время. И такой метод подходит больше для небольшого их количества. А вот если надо покрасить сразу много трубочек, то второй вариант подойдет больше. Я выливаю морилку в ванночку и уже в этом растворе купаю трубочки. Вот так. Ну да, морилки здесь уходят, конечно, в разы больше. Трубочки же насквозь пропитаны, их даже отжимать приходится. Сохнут они дольше, но зато это быстро. Если надо покрасить много трубочек, то, наверное, лучше это сделать именно так. А сейчас о покраске колерами. И здесь, на первый взгляд, покажется все несколько сложнее, чем с морилками. Ну, морилки что? Налил в тазик, искупал трубочки и готово. А тут мы используем гораздо больше различных средств. Это могут быть и акриловые краски разные, белые, цветные, лаки, пропитки, грунтовки. Опять же, колеров очень много. Это и производители разные. У всех средств составы разные. Может быть разная консистенция. И вообще ориентироваться во всем этом многообразии сложно. Ну и понятно, что не может быть и точных каких-то рецептов. Но не все так плохо. Есть все-таки несколько ингредиентов, которые можно взять за основу. И если вы будете понимать, для чего вы их кладете в раствор, вам уже будет легче разрабатывать красящие составы самим, уже исходя из каждого конкретного случая, в зависимости от того, какой оттенок вы хотите получить, какие трубочки в данный момент вы окрашиваете, чистые или вот такие вот с газетным принтом. И это такие ингредиенты, как лак, вода и колер. Они должны присутствовать в каждом растворе. Ну, я бы к колеру добавила еще акриловую краску, потому что иногда она идет или вместо колера, или вместе с колером. Сейчас давайте разберемся, для чего каждый ингредиент мы кладем в раствор. Вот трубочка, она покрашена 3 способами. Итак, первый ингредиент – колер. Для чего мы его кладем в раствор? Для того, чтобы придать цвет трубочки. Вот эта часть окрашена только колером. Смотрите, видите? Пачкает руки. Значит, и при плетении она будет делать то же самое. Возможно, и осыпаться будет. Поэтому цвет нам надо закрепить на трубочке. Для этого мы добавляем второй ингредиент – лак. Вот здесь окрашена колер с лаком. Все, руки не пачкают уже, видите? Но трубочка стала жесткой, потому что красящий состав густой, густым слоем лег на трубочку, и ею будет сложно работать. А нам надо, чтобы трубочка осталась мягкой. Вот этот красящий слой был тонким. Что нам для этого надо? Да, добавить воду. Вот мы окрасили трубочку уже с добавлением воды. Она окрасилась, осталась мягкой. И вполне можно работать. И она не пачкает руки. Значит, не будет осыпаться.
Сейчас на экране вы видите 4 примерных варианта составов для покраски трубочек в белый цвет. Ну, примерных, потому что их можно по-всякому изменить. И компоненты изменить, и пропорции поменять, в зависимости от того, какой вы эффект хотите получить от покраски. Можно в эти растворы добавить и цветной колер. Воду, например, во всех 4 вариантах можно заменить на грунтовку, а белую акриловую краску на белый колер. Или оставить и то, и другое. Я думаю, что от такого соседства трубочки даже выиграют, будут еще белее. Под белой акриловой краской я имею в виду латексную акриловую краску и акриловую эмаль. А вот водно-дисперсионную лучше не использовать. Она и ложится на трубочки плохо, толстым слоем, даже осыпается иногда. А вот латексная эмаль на трубочках держится хорошо и ложатся тонким таким ровным слоем. Да к тому же в растворах порой выполняют роль лака, то есть они колер закрепят и даже скрутку склеят. Во втором и третьем варианте добавлены перламутровая эмаль и лак. Вот эти компоненты, они придают трубочкам такой, не блеск, мерцание, наверное. На свету они как будто переливаются. Цвет похож на жемчуг. Можно добавлять их и в цветные растворы, тоже получается неплохой эффект. И вот 4-й вариант, он не похож на первые 3 по составу. При таком раскладе трубочки уже не надо будет обрабатывать потом. То есть они будут и обработаны, и покрашены. Их надо будет только высушить полностью, а уже потом перед работой, перед плетением хорошо увлажнить. И я еще не ответила на вопрос, что лучше красить, готовые изделия или трубочки. Ну, на него бы я ответила однозначно. Лучше красить трубочки. Ведь окрашивание готового изделия ограничивает возможности использования цвета. Ведь мы изделие можем покрасить только одним цветом, а окрашенными трубочками можем выплести даже узор. Ну, к тому же краска по готовому изделию забивает плетеную структуру, и оно уже выглядит, мягко говоря, не очень. Сейчас я буду красить трубочки в белый цвет. Все это можно сделать точно так же, как при покраске морилкой. То есть трубочки можно покрасить кистью в лотке, можно раствор в лоток вылить и трубочки искупать в нем. Но если их надо совсем мало покрасить, то можно это сделать и на столе, на каком-нибудь полиэтиленовом пакетике. Раствора у меня будет немного. На полстакана воды я беру 1 десертную ложку белой акриловой краски и столько же лака. Если вы хотите сделать цветной раствор, то сюда можно добавить любой колер. А уже количество этого колера будет зависеть от того, какой цвет вы хотите получить. Это может быть и 1 капля, а может и полбутылки выльете. Ну вот может только с черным колером так не получится, потому что в растворе есть белая акриловая краска, и она сделает черный колер серым. А если надо насыщенный черный цвет, то лучше сделать совсем другой раствор, чтобы в нем не было акриловой краски белой, а был только черный колер, лак, а вместо воды можно взять темную морилку, например, мока, палисандр или эбеновое дерево. После покраски трубочки надо будет полностью высушить для дальнейшей обработки ее перед плетением. А при сушке они могут склеиться. Ну, не в моем случае, у меня совсем мало там лака и колера. Ну вот если, например, у вас такой раствор, и вы не собираетесь потом грунтовать трубочки, и в растворе у вас уже много или лака, или пропитки, то вполне могут склеиться. Поэтому для просушки их лучше так разложить, чтобы они меньше между собой соприкасались. На решетке, на коробке какой-нибудь. Или при сушке их надо постоянно перемешивать. Ну а для ускорения процесса, для ускорения сушки можно использовать или вентилятор, или фен.
Но с чистыми трубочками все понятно. Их проще окрасить в любой цвет, и в белый, и в черный, и в любой другой. А вот с этими трубочками, с принтом, не все так просто. Окрасить их намного сложнее, особенно если они яркие. Я уже вам говорила, что они плохо окрашиваются морилками или светлыми колерами, но у вас могут возникнуть вопросы и при использовании темных. Сейчас я объясню вам, что я имею в виду. Вот несколько трубочек. Окрашивала я их разными составами. Вот в первом случае у меня идет 1 столовая ложка лака, 1 столовая ложка черного колера и стакан темной морилки. Про этот состав я вам говорила, когда мы красили белые трубочки. Видите? Принт виден все равно. Во втором случае это тот же раствор, но трубочку я сначала прогрунтовала и высушила, а потом и красила. Ну, не намного лучше колер лег на трубочку. Все равно принт виден. То есть для белой трубочки это был бы подходящий состав, а для этой нет. Здесь я добавила чуть больше черного колера. Ну, потемнее стала трубочка, но все равно как-то ложится краска неоднородно, как будто полупрозрачная. И вот только в последнем случае колер лег хорошо, ровным слоем, плотным таким, принта не видно. А я буквально немножечко добавила туда белой акриловой краски. То есть она не только делает колер светлей, она помогает закрасить принт. Или посмотрите вот на эти 2 трубочки. Я их окрашивала одним и тем же составом. Где-то трубочка немного поярче, во второй цвет поспокойней. Вот здесь, видите, и красный, и черный, и зеленый, и желтый цвет был. А раствор это 1,5 ложки лака и колера и стакан воды. Принт не закрашен. И вот как только я добавила белую акриловую краску в этот раствор, принт закрасился. Особенно хорошо видно это на первой трубочке. Ровным тонким слоем лег. Ну, на второй немножечко проглядывает рисунок, но она была очень яркой. А можно и такими трубочками плести. Потом, например, на готовое изделие нанести патину. Так и само изделие будет смотреться оригинально и скроет не очень качественную покраску трубочек. А можно колер добавить, и даже не обязательно коричневый, можно взять любой другой цвет. Вообще все колеры между собой прекрасно смешиваются. Их даже не надо покупать много. Берем один цвет, смешиваем с другим цветом и получаем третий. А еще после покраски трубочек остаются остатки красящего раствора. Они, конечно, могут долго храниться, а можно и не хранить, смешать несколько цветов и красить трубочки. Не знаю, какой будет цвет, но какой-нибудь все равно получится. Сейчас я буду грунтовать трубочки, которые мы красили морилкой. Я налила в баночку воды и сейчас столько же добавлю пропитки, то есть 1 к 1. Пропорции раствора могут меняться в зависимости от консистенции самой пропитки. Если она густая, то надо будет больше взять воды. Вместо пропитки подойдет лак. Вы задавали мне вопрос, всегда ли трубочки надо обрабатывать чем-то. Ну вот сейчас, в моем случае, мне нужно трубочки обработать обязательно. Потому что когда я их окрашивала, я в раствор ничего не добавляла, ни пропитку, ни лак. То есть у меня на трубочках даже скрутка не склеена. Ну и при плетении, естественно, она может оттопыриваться. Если я где-то трубочки обрежу, у меня просто трубочка раскрутится. А если вы свои трубочки красили таким красящим составом, куда входит эмаль или лак, а может и то, и другое, то вы вполне можете работать и влажными. Тем более, если плетете, например, только стенки корзинки. А вот если какая-нибудь сложная работа предполагается, там загибка, ручка,
то трубочки лучше, конечно же, прогрунтовать. Потому что после грунтовки они не только мягкими становятся, они ведь и становятся выносливее. Но сейчас трубочки нужно нам хорошо высушить. Они могут склеиться при сушке, поэтому сушить их лучше на какой-нибудь решетке или на коробке. Все время перемешивать, чтобы не склеились. Вот. После того, как верхний слой высохнет, можно их завернуть в пакет, оставив кончики наружу, чтобы они были сухие, и работать ими. А можно трубочки и полностью высушить, а потом уже увлажнить только перед плетением. А еще трубочки можно сделать эластичными и без использования лака и пропитки. Можно сделать раствор самим на основе клея ПВА и воды. ПВА с водой в соотношении где-то 1 к 5, а порой даже 1 к 10, в зависимости от густоты самого клея. Но при такой обработке трубочки лучше высушить полностью, а уже потом перед работой только увлажнить. Для того, чтобы увлажнить трубочки, окрашенные просто морилкой, много времени не понадобится. Это можно сделать и распылителем. Берем трубочки, увлажняем их, заворачиваем в пакет, и через минут 15-20 они уже будут готовы к работе. А если трубочки вот такие, как у меня, я их сначала окрашивала, потом сушила, потом загрунтовала их, опять высушила, то для таких трубочек надо гораздо больше времени для увлажнения. Я их просто купаю в воде. Кладу их в лоток, заливаю водой, и они у меня так лежат минуты 2, пока полностью не пропитаются. Когда их достаешь из воды, даже слышно, как они потрескивают, то есть пропитываются водой. После того, как они полностью пропитаются, я их достаю, сливаю воду лишнюю с них и даю высохнуть верхнему слою. После того, как верхний слой высохнет, я заворачиваю уже в пакет, оставляя кончики трубочек наружу. Нам же при плетении они нужны сухие. Или феном их подсушиваем. И все, трубочками можно работать.